Алоха, это снова я, Милена. И сегодняшнее видео будет посвящено такой важной теме, как принятие себя, когда ты действительно отличаешься. Да, твой путь может совсем не вписываться в рамки, привычные человеку, привычное обществу, привычные традиции, правилам. Да, ты пытаешься стать человекоподобным, но не выходит. Отчасти я расскажу какие-то свои примеры, свой опыт и к чему меня это привело. Следование своему, то есть своим правилам, а не тому, как нужно, тому, как надо, тому, как принято. К чему привело то, когда я пыталась играть по правилам этого мира. И, возможно, в этом всем вы найдете самих себя. Я хочу сказать, если у вас не получается быть в чем-то таким, как другие, но у вас получается быть самим собой, значит, вам нужно перестать пытаться быть таким, как другие в каких-то моментах или во всем, в принципе, просто принять свое отличие, свою индивидуальность, что более чем естественно и что очень здорово. Это очень здоровое состояние для человека, естественное, природное, натуральное состояние, когда каждый индивидуален. Когда у каждого человека организм, например, реагирует индивидуально. То есть мы берем физический пример, чтобы вы понимали. И кому-то подходит такая пища, кому-то другая, кому-то третья. У всех разный организм. И то же самое с нашей душой, с нашим состоянием, с нашей психикой и с нашим образом жизни. У каждого должен быть индивидуален, чтобы именно ему было кайфово и счастливо. И я начну, наверное, перечислять просто мои личные примеры. Одно из – это… Я, наверное, возьму одно из самых ярких. Одно из – это… Я даже расскажу ситуации. Мне всегда было все равно на обучение. То есть я не считаю это как что-то важное, за что-то жизненно необходимое. Сначала это проявлялось в том, что в школе я получала хорошие оценки. 4 и 5, редко 3. То есть я прилагала немного усилий, но получала хорошие оценки. Это не сложно. В принципе, была прилежным учеником, одновременно с этим и неприлежным. Такой вот какой-то баланс. Для меня никогда не была важна учеба, потому что для меня было важно то, что важно лично для меня, то, что я делаю. И это всегда было рисование, это всегда было искусство. И я знала, что я буду этим заниматься, и я этим живу, и я этим жила, и продолжаю жить, но уже в другом формате, правда, другим образом, но тем не менее. И поэтому у меня не было такой привязки к учебе, что это для меня важно, и через это я получу хорошую карьеру. Мне было плевать. Конечно, я понимаю, что это не для каждого. Это не путь для каждого человека. У каждого свой, как я уже говорила. Но, возможно, ты, кто сейчас это смотришь, один из тех, кому резонирует этот самый путь. Путь, который может отличаться, из-за чего его, естественно, сложнее реализовать и принять для самого себя же. Так вот, наступил в какой-то момент в 9 классе, я ушла после 9 класса, пошла в колледж учиться на художника, на графического дизайнера, хотя я вообще не понимала, что такое графический дизайн. Просто вот все пути меня свели туда, и я пошла. Это, кстати, одно из, о чем я еще поговорю. Потом, когда просто вот тебя ведет по жизни, и ты идешь, и из этого получается все самое благоприятное.
когда ты это не планируешь. Так вот, 9 класс, по-моему, или 8, по-моему, 9. Я уже хотела поскорее смыться из школы, потому что я понимала, что уже весь 9 класс я просто сижу и просираю время, мягко говоря, когда я могла бы в это время рисовать и реализовывать себя. И я, конечно же, хотела уйти после 9, чтобы пойти уже сразу на художника учиться. А в идеале я вообще не хотела даже в колледж жить. То есть, в принципе, система обучения не для меня. Мне больше самообучение подходит, я кайфую от самообучения. Кому-то же, наоборот, оно не подходит. Это мы тоже еще обсудим. Сегодня будет очень много разных примеров. И у нас был какой-то экзамен по истории. Историю я совершенно не знаю, ее совершенно не слушала. Никто у нас в классе не слушал, потому что была такая преподавательница, которая, естественно, не могла никого заинтересовать. Я не знаю ни черта. Я не знала ни черта. Естественно, мы всегда списывали. Она нам дала еще дополнительное время для экзамена, для контроля, что-то такое. Но я не стала его брать, и я вот что написала на 3 или на 4, не помню, на 3, то и написала. Я больше не заморачивалась. Мне не нужно было больше. Мне не нужно было тратить на эту энергию. Это было не было в этом необходимости. После чего я получила гипернегативную реакцию от своих лучших друзей. От обеих лучших подруг. Возможно, когда-нибудь они посмотрят это видео, может быть, вспомнят эту ситуацию, может, нет. Но тогда я прифигела. Я прифигела, потому что, окей, для них учеба важна по какой-то причине, без проблем. Я не навязываю им свое отношение к учебе. Но почему мне его навязывают? Почему на меня негативно реагируют, там, какой-то устраивают конфликт на этой почве, что я должна была себя вести по-другому, я не должна была так относиться к этой контрольной и прочее. Я не понимаю, почему так. Но суть в том, что именно такой путь, такого отношения был для меня самым корректным и является самым подходящим. И я намекаю снова о том, что у каждого он разный, индивидуальный, и мы должны учиться принимать как и свой путь, так и путь других людей. Не навязывать свой другим людям. И осознавать, что каждому подходит его личное отношение. У каждого все индивидуально. Какие-то люди могут найти общий образ жизни. Такие, как я, понимают меня. Такие, как они, понимают их. Разделяют, точнее, я бы сказала, образ жизни или отношения. Но мы можем понимать друг друга и не осуждать, и спокойно к этому относиться. Когда кто-то действует иначе, чем ты, но почему-то их это взбесило. Почему-то их взбесило то, что мое отношение иное. При этом я вообще не поняла, что происходит. Я не поняла, почему мои лучшие друзья так реагируют. И для меня это был нож в спину. Потому что потом я услышала слова о том, что невозможно стать известным художником, о том, что я хочу просто снять с тебя розовые очки. Были еще фразы до этого с намеком, что я самоуверенная, при том, что я просто уверенный в себе человек. Я не самоуверенный, я не ставлю себя выше других. Дело в том, что я не переоцениваю себя, но их. А некоторых людей обычная, просто нейтральная, нормальная, адекватная, здоровая уверенность бесила и воспринималась как самоуверенность из-за их собственной неуверенности в себе.